Добрый день, друзья, с вами обратно я, капитан Дэн Змей. Там сзади большая Болярия собралась куда-то на Форментеру, наверное, водить туристов. И это очередной бла-бла-шоу, бла-бла-философия и психология от капитана Дэна Змея, программиста, электрика и так далее и тому подобное. Значит, сегодня тоже такая небольшая темка про... и все про отношения. Мы люди, мы живем в отношениях и друг с другом, и с вторыми половинками, и с женщинами, и просто как друзья, товарищи, работники. И сейчас хочу поговорить, есть такое, сейчас жизнь вся такая. То есть мы сейчас все живем в кайф, жизнь в кайф. Если раньше отношения, семью заводили для того, чтобы, понятно, что был инстинкт, он всегда был и в старые времена, и он остался, но люди зачастую заводили семью, потому что семьей было жить легче, чем поодиночке. То есть можно было иметь хату, построить одну хату, раньше деревнями новой семье строили хату, все взяли срубы, собрали, все, и молодоженам сделали хату. И все, туда рожали детишек, и детишки подрастали, помогали по хозяйству. И это был такой паттерн, то есть конкретной семьи. То есть ты плодишь потомство, продолжаешь род, и тебе все помогают. То есть мужчина где-то в поле, где-то работает, на охоту ходит. Жена по дому кошеварит детей и пестует. Тоже надо за хворостом в лес ходит, куда-то на речку за водой. Работа была нелегкая. Жизнь была нелегкая. И в этой нелегкой жизни люди нужны были друг другу, чтобы облегчить эту жизнь. То есть один приболел, другой в это время что-то поделал, поддержал его. Один по дому работает, детей пестует, другой добывает пищу, не знаю, деньги. Сейчас худо-бедно и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины все уравнялись в правах. Если чуть мозги есть, и те, и другие могут зарабатывать примерно похожие деньги. Не знаю, мужчины, может быть, более сильные, на более тяжелой работе, более выносливые могут. Хотя женщины тоже достаточно выносливые. То есть все уравнялось. И в том числе и права уравнялись. Раньше, когда давно был матриархат, патриархат, по крайней мере, было четкое разделение, кто старший, кто главный, кто подчиняется. Сейчас все это смешалось. И сама жизнь, потому что базовые потребности практически у всех закрыты. То есть, жилье есть, обычно от родителей что-то досталось. В конце концов, сняли какую-то квартирку, чуть заработал денег, снял какую-то комнатку. То есть, можно решить вопрос жилья достаточно легко. То есть, не надо обязательно строить какую-то хату, топить ее постоянно. То есть, все бытовые услуги, они упростились. Горячая вода есть, плиты, посудомойки у многих есть. То есть жизнь стала такая достаточно легкая. Чуть-чуть заработал денег на еду, ты уже можешь прожить. Я в прошлом блоге говорил, что мой прожиточный минимум на Тенерифе это 300 евро. Я как раз как-то считал, я в один месяц, я не вылез больше. У меня 10 евро в день был лимит. И то в какие-то дни я тратил 5, в какие-то тратил 15. Захотелось мне винишко какого-то подороже, не знаю, мяса какого-то другого, более дорогого, фруктов каких-то дорогих. Но в целом средний прайс у меня был от 3 до 15 евро, в среднем 5-7 евро, до 10. И на эти деньги можно было прожить. Современные люди, все есть, да, я говорил, на прожить. Я мог в какой-то момент себе позволить, как это говорится по-английски, do nothing. То есть у меня было где жить на лодке, друзей, я за ней присматриваю и живу на ней. У меня куча знакомых образовалась где-то, захотел, что-то кому-то помог, какую-то копеечку подработал в конце концов. То есть мне хватало этих денег, даже минимальных, на жилье, у меня было полно времени. Я ходил по острову, смотрел какие-то красивые места. У меня было самое главное свобода. Потом, захотелось чуть что-то себе позволить, что-то купить интересное. Продался на одну фирму, на другую. Да, времени свободно стало меньше, но это тоже своего рода экспириенс. У меня интересные работы были, я получил свой экспириенс, еще за это получил деньги. Это тоже очень круто на самом деле. Опять же, это была моя свобода выбора. Захотел, поменял компанию, сейчас в другой работаю, сейчас вернусь, у меня контракт заканчивается либо
те же, где я был, либо вообще на фрилансе останусь, чтобы иметь больше свободного времени. Вот, тем не менее, это жизнь в кайф. И я тоже сейчас смотрю, то есть я могу вступить в любые отношения достаточно быстро. У меня есть много знакомых благодаря там бывшей работе, нынешней работе, женщин, девушек, которые не против вроде бы были там что-то со мной. Но я очень как-то так привык к вот этой свободе, к жизни в кайф, что мне как-то и не хочется. Я даже стараюсь, вот были такие случаи еще даже в Москве, что я удерживал себя, да, хорошая дама, вот, все, она сексапильная, умненькая, там, вроде эмпатичная, можно бы с ней что-то было подмутить, но, блин, ну, кайф, свобода дороже. Я катаюсь на кайте периодически, я там по морям, по волнам, а там семья, дети, там все, там надо сидеть где-то на цепи, грубо говоря, добывать деньги для семьи, там, общаться, помогать по семейным делам, дети, это уже не кайф. И сейчас вся молодежь такая, но я как бы в возрасте, у меня уже за спиной там уже и дети, и семьи, которых я так или иначе заботился, вырастил. Вот, тоже там не все гладко было, но тем не менее, как-то это уже позади. И мне, может быть, это и не сильно-то нужно дальше, да, там получится, не получится, буду кайфовать. Один бобылем, как говорится. Вот. Современные люди, они вот изначально уже такие, молодежь. Их уже воспитали так. У него все есть, там компьютер, жилье, мамка всегда покормит. И что мальчики, что девочки, многие, ну вот, они встречаются. Вот, ой, понравился такой, раз там потусовались. Что-то не так, сразу все, ты козел, ты меня не устраиваешь, ты мне там не любишь, ты мне это. Нету вот этой сложности, тяжести жизни. Сложность в отношениях. То есть, если ты неправильно выбрал партнера, ты выбрал его для сиюминутного кайфа, это совсем разное. Это не партнер на всю жизнь. У вас должна быть какая-то общая цель. Там, цель родить детей, воспитать детей. Это должно быть как-то, я не знаю, с молоком, с кровью матери. К сожалению, многие в семьях видят какую-то даже, может быть, скрытую агрессию. Там, когда матери говорят, ой, там вот, я всю свою молодость на тебя потратила. Там где-то в сердцах, где-то ругаетесь с родителями, там отец, там может что-то, я там спиногрыз, потерял здоровье на работах, чтобы поднять вас, таких-сяких. И у вас даже, может быть, все было хорошо в целом, о вас заботились, все. Где-то вот такие на подкорке, такие фразочки, может, когда-то возникали. И вы понимаете, что это не про кайф, это про тяжелый труд, что там родить детей это легко, а вырастить, воспитать, вывести в люди, это, блин, понадобится около 20 лет и достаточно кропотливого труда. Потому что многие, кто не уделяет достаточно внимания воспитанию потомства, потом удивляются, а что это у нас там наркоманы, бандиты, всякие девушки непонятные там, гулящие, несемейные и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, ну, многие на самотек это пускают, детей родили и ничего с этим не делают дальше. И это все про жизнь в кайф. Про жизнь в кайф. То есть когда-то это было не так модно, потому что, ну, все жили примерно одинаково в советское время. Потом, с началом 90-х, все дикие времена настали. Слишком резко отпустили тормоза, и все начали вот эту вот погоня за рублем, То есть Бог у нас стал другой. Был какой-то там Бог, коммунизм, там во что-то люди верили. Все разрушилось, и ничего нового не построилось. То есть новое у нас погоня за богатой жизнью, а про душу никто у нас это и не спрашивал, и не воспитывал. Нынче это стало, к сожалению, не модно. Поэтому, ну, не знаю, ищите людей, если вы хотите счастливую жизнь духовно прожить, не чисто физически. Я рекомендую искать людей духовных, читавших многие книги, может быть, верующих даже, которых хоть какая-то вера будет, которые, может быть, там, не знаю, какие-то буддийские теории верят, может быть, каких-то богов какого-то верят. У них что-то за душой есть. А те, кто верят в финансово какой-то еще успех, тоже мне все прям позапала эта фраза, это варье. Мы все бизнесмены, это варье, просто в той или иной степени. Варье откровенно, вот ты заработал много денег, он взял у тебя там какую-то часть украл, вор, своровал.
Вот. А бизнесмены это варье такое интеллектуальное, которые придумали, как тебе продать какой-то товар, чтобы ты отдал им свои деньги. Да, они тебе дают взамен какую-то услугу, но это тоже своего рода воровство. И как бы люди, которые вот на этом воспитаны, у них Бог в голове один. Заработать денег, отнять денег, там, придумать денег. Если надо будет как-то своровать, за это ничего не будет, они своруют этих денег. Потому что это закон предпринимательства, это не закон Божий и не закон какой-то философско-природный. Ну, даже животные редко кто впрок себе там кучу пищи, там, ну, белочки, там, орешки где-то закапывают там на зиму. Им надо зиму пережить. Но у людей, по-моему, нету предела. Я видел людей, которые счастливы в бедности, и людей, у которых там самолеты, корабли, и они глубоко несчастны. Это вообще не тождественно счастью, абсолютно. Счастье, оно в голове. То есть, если вы сами самодостаточные, вы живете в кайф, то есть у вас жизнь в кайф, опять же, тоже это двояко. Вы можете эту жизнь в кайф делать, там, зарабатывая, там, не знаю, добывая как-то деньги, тратя их налево-направо и пытаться купить этот кайф. А можете находить кайф в каких-то мелочах, там, путешествовать, может быть, недорого, в какие-то красивые места, там, общаться с каким-то, может быть, хиппи, играть на каких-то музыкальных инструментах, рисовать картины, делать фотографии, лазить по каким-то горам, давить, серфить, получать кучу удовольствия просто от общения с этим миром, с этой жизнью. Не обязательно должно быть все супер дорогое и так далее. То есть жизнь — это сама кайф. И ее можно жить кайфово, просто радуясь каждому моменту из жизни. А если вы радуетесь только: о, блин, я заработал лишние там 100 тысяч, там, не знаю, 1000 евро. О, пойду себе iPhone новый куплю. О, какая радость, я теперь могу еще залипать больше в этом телефоне. Более красивые фотки в Инстаграм постить. Ну, никому это уже не интересно, это уже миллион этих фоток уже. Так что жизнь в кайф, это тут даже кайф понятие разное, размылось. Ладно, это опять что-то у меня сумбурное окончание. С вами был капитан Дэн Змей. Бла-бла, философия и психология.